Рыбаки, всем привет! Сегодня видео буду коптить карпа. К сожалению, ездил на рыбалку за щукой. Поклевки были много, даже некоторых вытащил, но вся щука мелкая, поэтому пришлось отпустить. Хотел купить в магазине, закоптить, но, к сожалению, в магазине щуки нету. Объехал, то есть спары, ленты разные, ашаны, там щуки свежей нету. Сушеная, там вяленая есть. Свежей почему-то, не знаю, нет. Устрицы есть, разные там, ну, морская рыба, то есть полный ассортимент. А щуки нету, я не знаю почему. То есть самая распространенная рыба у нас в средней полосе, а ее в продаже нету. А может, из-за этого и нету, то что распространена, никто не покупает. Купил вот двух карпов, одного на килограмм. Кстати, цены на карпа сейчас такие офигенные. Он на килограмм вышел за 281 рубль, он не чинованный. А на 1,5 килограмма 375 рублей. Одного в ленте брал, другого в спаре. Ну, цены примерно одинаковые, в ленте чуть подороже. Сейчас буду разделывать и засаливать. Все покажу. Погнали. Есть. Вот такой вот шнурок. Щука есть, но мелочь. Такую отпускаю. Отпускаю. Поплыла красавица. Ушла. Так, ждем покрупнее. Перезакидываюсь. Вот такие вот два карпа, один на килограмм, другой на 1,5. Брал таких, а они как раз лазят, то есть в мою коптильню, можно даже побольше. У меня идет коптильня двухъярусная, то есть один побольше пойдет вниз, поменьше наверх. Я их буду делать пластами. Если, к примеру, вы коптите их, чтобы подать на стол, и карп смотрелся красиво, то голову лучше не удалять. Я же голову буду убирать. Достаточно лишь просто вытащить жабры. Сейчас я их починую, уберу голову и сделаю пластом. И уже буду засаливать. В общем, получились вот такие вот два пласта. Я делаю для того, чтобы она лучше прокоптилась и просолела. Конечно, можно коптить его и целиком, карпа, то есть вот так вот. Но все равно нужно будет делать надрезы в хребте и в хвосте, так как эти места плохо просаливаются. При копчении все равно добавляем соли немножко поменьше, если, к примеру, мы их сушили для засушки. Так, следующее, что понадобится, это соль и любая приправа. Не обязательно для рыбы, можно для мяса. Эта приправа я покупал на рынке, то есть там стоят много приправ. Подходишь, говоришь, для рыбы, и тебе насыпают, то есть делают как смесь, не из пачки. То есть приправа такая намного ароматнее, чем, к примеру, вы купите в любом супермаркете в пакетике. Ну, и она тоже пойдет, конечно. На такой объем достаточно 1-2 ложек. Одну такую большую ложку добавлю. И перемешиваю. Можно и перца черного добавить, то есть это рыбу не испортит. Вот так вот. Еще чуть-чуть. То есть получается вот такая вот смесь. И теперь этой солью натираем ее и снутри, и снаружи. Так вот. Много не сыпем, так как я ее буду оставлять на ночь. Если, к примеру, вы хотите побыстрее, то есть побыстрее засолил и уже там через несколько часов коптить, тогда, конечно, соли сыпьте больше. Потом просто ее промоем, и все, лишняя соль уйдет. А копчение щуки уже теперь будет после
следующей рыбалке, если она будет удачная. Так вот натерли. И снаружи тоже натираем. Снаружи же можно побольше, так как через чешую она все равно не так сильно впитывается. И побольше натираем вот в этих вот местах, именно в хребте. Один раз, когда первый раз вообще солил щуку, карпа я коптил давно, правда. Эти места, то есть я не разрезал, карпы были здоровые, где-то под 2 кило, и коптил вот так вот. Эти места вообще не просолили. Вот эти вот бока, то есть были прям соленые, даже чересчур. Спина не просолела. Как говорится, лучше рыбу пересолить, чем недосолить. И получилось не очень вкусно. Поэтому соли не жалеем. Даже если, к примеру, вы его пересолили, то достаточно просто после соления опустить его в воду, отмочиться немного, отмокнуть. Вот так вот. И лишняя соль уйдет. Одна есть, и второй кусок. К примеру, щуку коптим абсолютно так же. И солим, и коптим. Ну, надеюсь, следующая рыбалка будет более удачной. К сожалению, это вот мелочь прям, так сказать, какой-то жор у мелкой щуки был. Крупной не давало подойти. Крупный, возможно, пойдет по первому льду. Так, засолил оба карпа, закрыл их. Можно, конечно, и пластами оставить солиться, но просто так они удобнее влезут в кастрюлю. Оставлю я их до утра. Утром достану и лишь смою лишнюю соль. И повешу вялиться до вечера. Ну, все это покажу. Карп солился всю ночь. Сейчас я его промою, смою лишнюю соль и повешу вялиться. К примеру, если его промыть и сразу начать коптить, то он в коптильне просто сварится. Обязательно нужно дать ему подсохнуть. Если, к примеру, вы ждать не хотите, то просто берем бумажное полотенце и протираем его насухо. Иначе, когда вы его закоптите сырого, то из коптильни его будет просто сложно достать. Он будет у вас в руках разваливаться. Ну и процесс копчения практически не будет заметен. Получится просто вареная рыба с запахом дыма. Так вот, все просолело. Если, к примеру, там вы добавили больше соли и чувствуете то, что пересолили, можно немного его отмочить. Ну, сыпал соли я немного, поэтому просто смою лишнюю соль, вот которая осталась вот здесь вот. Вот по краям видно соль с приправой. Так, погнали. Карп подвялился, и теперь остается его только закоптить. Коптить буду вот в такой вот коптильне 40 на 30 сантиметров. Она идет двухъярусная. Так, по поводу щепы. Буду использовать яблоневую. На такой объем рыбы хватит 3 небольшие горсти. Тут как раз где-то осталось вот на 3 горстки. И засыпаю. Все высыпаю. Так как буду коптить на газу, то есть в основном щепки стараюсь сделать, то есть вот одна конфорка будет, вот вторая. Сюда засыпать не обязательно, то есть так немножко. Можно даже чуть поменьше засыпать щепы. Но так как там оставалось чуть-чуть, то есть убирать я не буду. Пускай оставлю столько. Так, неправильно. Теперь ставлю поддон.
Поддон я завернул в фольгу, так как при копчении все равно с рыбы будет немного капать. И чтобы потом его не отмывать, то есть сюда будет с рыбы капать, и потом просто возьму фольгу, сверну ее и выкину. Поддон будет практически чистый. Так, еще по поводу вот данных решеток. Их желательно смазать обычным, то есть растительным маслом. Потом просто будет легче от них отсоединить рыбу. И также на рыбе появятся такие золотистые, такие прослойки от данной решетки. Так, идет два яруса. Первый и второй ставится вот на эти вот выступы. А вниз в основном кладется самая крупная рыба, так как там будет намного сильнее жар. И кладу я мясом вниз. Так, вот 1,5-килограммовый карп влазит прям хорошо. До этого я коптил на 2 килограмма, ну 2 с чем-то. Пришлось отрезать хвост, и голову я тоже отрезал, и он, ну, чуть-чуть краев все равно касался. Так, и второй ярус. Вот так вот. И последний кусочек. Лучше развернуть. И немножко прижимаем, чтобы, то есть, на мясе появились такие вот прослоечки от решетки. То есть будет очень красиво смотреться, к примеру, если вы будете подавать его на стол. Так, все, теперь ставлю на газ, закрываю крышкой, в гидрозатвор заливаю воды, коптильня идет с гидрозатвором. И оставляем коптиться. Коптить буду около 40 минут. Так, установил на газ и теперь закрываю крышкой. Такая вот крышка идет. Вывел я шланг. Шланг пойдет в вытяжку и вот сюда вот будет крепиться. Если, да, кстати, у всех вытяжках стоят здесь решетки. Решетку обязательно снимаем. Если мы выведем шланг к решетке, то она просто закоптится и на решетке останется такое пятно, которое просто потом ничем не отмоешь. Поэтому решетку сняли. Сюда вот я сделал петлю. И просто вот так вот проздену. И она здесь будет вот так вот висеть и вытягивать. Включаем вытяжку на самый минимум и все. Так, также заливаю воды в гидрозатвор. Иначе вся квартира будет в дыму. Так что если хотите коптить на газу, то покупайте коптильню обязательно вот с таким вот гидрозатвором. Есть коптильни, там, то есть решетка вот так сдвигается, но они, конечно, полная ерунда. Если, конечно, коптить где-то на свежем воздухе, то да. А такой можно и на свежем воздухе, то есть шланг просто убирается. И можно на газу, так сказать, универсальная. Все, теперь включаю газ. Первое есть. Так, как только включили газ, сразу первое ставим его на самый максимум, пока не пойдет дым. Как только пойдет дым, уже засекаю время. Ну, для рыбы это в районе 40 минут. Сало, к примеру, там час 20 выходит. Также коптил еще скумбрию. На скумбрию уходит где-то в районе 20 минут. То есть ее долго не коптят. Все, жду дыма. Итак, пошел дым. Я убавил газ, поставил где-то на средний. И ставлю вот сюда вот вытяжку. Включил, то есть на самый минимум. Если, к примеру, у вас такая вытяжка, можно ее даже не включать. То есть сама она вытягивает. Вот сейчас я выключу. Вытяжка работает, конечно, вытягивает, но не очень хорошо. Ну, хотя можно даже не включать, но на всякий случай включу. Чтобы квартира не провоняла. Вот, уже намного лучше вытягивает.
Так, по поводу температуры. Обычно как проверяют? Либо ставят термометр, либо сюда наливают воды. Она должна потихоньку испаряться, но не кипеть. Я же проверяю просто, то есть ставлю руку, крышка должна быть горячая, но не очень сильно. Так сказать, на глазок. Газ убавил, там идет такая же вот конфорка, и с того угла маленькая конфорка, поэтому ее чуть побольше маленькую ставлю. Это у нас средний огонь. Еще холодный, не нагрелся. Да, как пошел дым, засекаем 40 минут. И после 40 минут уже отключаю газ и оставляю вытяжку, чтобы минут 10 дым лишний вытянуло. Чтобы, то есть сразу, если откроем, дым пойдет на кухню. А так он весь дым уйдет в вытяжку. Все, остается только ждать. Так, прошло 40 минут, и теперь просто отключаю газ. И оставляю так минут на 10, потому что дым все равно еще идет. Так вот. Пускай вытягивается. Если, например, где-нибудь на природе коптим, то можно практически сразу открывать. Даже по мере копчения. То есть открыл, посмотрел, проверил и закрыл. А в квартире такого же не получится. Все, оставляю. Сейчас дым выйдет и буду открывать, смотреть. Так, дым весь вышел, и теперь можно открывать. Крышка еще горячая. Вот такая вот красота. Золотистый цвет практически. Так, немножко неправильно. Вот так вот. Прям очень красиво. Карп закоптился вообще изумительно. Сейчас достану и покажу. Вот такая вот красотища получилась. То есть, как видите, тут вот следы такие от решетки. И причем, если, к примеру, решетку не смазывать, то часто на решетке остаются куски. А так, к примеру, если подавать столу, то такой вид намного красивей. Цвет получился как раз вот самый то, что нужен. Золотистый. Так, темно-золотистый. И снаружи даже вообще, смотрите, какая красота. Прям золотой цвет. Все, сейчас остывает и можно пробовать карпа. Вот так вот. Рыбаки, в общем, получился вот такой вот рецепт копчения карпа. Всем советую попробовать, потому что карп получается просто изумительный. С щукой, к сожалению, не получилось, так как ездил на рыбалку, поклевки были, но мелкой в основном, поэтому все отпустил. Пользуйтесь рецептом, коптите, с пивом вообще она изумительно пойдет, как говорится. Ну что ж, до следующей рыбалки. Если понравилось данное видео, то давайте ставим лайки обязательно и подписываемся на канал. Всем пока!